Всем панкейк! Океан – загадочное и почти неизученное место. Сокровищницы морских глубин порой скрывают в себе удивительные и невероятные вещи и явления. Прямо сейчас на дне океана находится давно затерянный древний город, и мы сейчас не об Атлантиде. В этом видео мы с вами погрузимся в увлекательный мир самых необычных находок в океане. Приятного просмотра! Самыми масштабными, удивительными и важными для изучения истории человечества находками, несомненно, являются затопленные города. Так, в 1986 году дайвером Кихачиро Аратаки, погрузившимся под воду для наблюдения за акулами, был обнаружен огромный подводный монумент размерами не менее 60 метров в длину и 50 метров в ширину. Его прозвали Йонагуни в честь расположенного поблизости острова в Японском море. Эта находка вызвала горячие споры между различными учеными, некоторые из которых утверждают, что монумент – остатки древней глобальной цивилизации, уничтоженной землетрясениями. Другие предпочитают считать, что это лишь природное образование, просто очень похожее на пирамиду. Обнаруженную находку около 20 лет изучал Масааки Кимура, профессор морской геологии и сейсмологии. И за это время ему удалось найти на объекте остатки следов инструментов, дренажные каналы, лестницы, ворота, скульптуры, напоминающие людей, остатки массивного барельефа с изображением животных. Все это натолкнуло ученого на мысль, что монумент Йонагуни – древний затонувший город, возраст которого составляет не менее 2-3 тысяч лет. Однако другой геолог, профессор Бостонского университета, не раз нырявший к объекту, считает, что все найденные Кимурой следы – лишь естественная эрозия. Ведь истории известны случаи, когда природа создавала даже более красивые и необычные объекты. И, вероятнее всего, эта находка так и будет вызывать горячие споры и разногласия у ученых еще много лет, так как любые доказательства в пользу теории о древнем затонувшем городе могут породить все новые и новые гипотезы и контраргументы. И теория Кимуры вполне может быть верной. Истории известны случаи, когда дайверам и ученым удавалось найти древние подводные города с более правдоподобными доказательствами их существования. Древний египетский великий храмовый город Гераклион был открыт в 2000 году археологом Франком Годио. Более 2000 летий назад город-порт Гераклион, что находился в устье Нила, считался вратами Египта. Через этот порт корабли входили в государство и покидали его, но сегодня этого города нет. Он лежит на морском дне, на 6-метровой глубине на дне залива Абукир. Считается, что Гераклион исчез в мгновение ока. В первом веке до нашей эры произошло сильное землетрясение, вызвавшее цунами. Природное землетрясение сравняло дома с землей, потопило корабли, уничтожило тысячи людей. Так под водой оказались огромный храм Геркулеса, колоссальные статуи, сфинксы, изобилие древних монет, ювелирные изделия, саркофаги, бронзовые статуэтки, древние корабли и якоря, тонны артефактов и сокровищ. Каждый из них хранит воспоминания о давно забытом образе жизни древней цивилизации. Археологи исследовали пока лишь малую часть города, который, по оценкам Франка Годио, размером в 3 раза больше Помпеи. Ученый предсказывает, что в самые ближайшие годы нас еще ждут великие и захватывающие открытия. Но не только древние затопленные города хранят в себе настоящие сокровища. Порой на дне морей и океанов удается найти затонувшие корабли, полные драгоценных камней, золота, монет и старинных артефактов. Самый крупный по стоимости и исторической ценности клад был найден совсем недавно, в 2015 году. Американский кладоискатель Мел Фишер приступил к поиску испанского галеона Нуэстро Синьора де Аточа еще в 1970 году. Этот корабль с трагическими для экипажа последствиями затонул в свирепый шторм у берегов Флориды за почти 350 лет до этого, в далеком 1622 году. И только спустя 4 века удалось его найти. Но не сам корабль делает эту находку самой дорогой в истории, а его груз. Дело в том, что перед тем, как потерпеть крушение, судно перевозило различные ценности, среди которых было много золота, серебра и драгоценных камней. На сегодняшний день стоимость груза оценивается в 17 миллиардов долларов. И согласно описи погруженных на Аточу драгоценностей, которая была отыскана в испанских архивах, на дне моря покоится еще больше, чем было найдено. Особенно учитывая, что обломки некоторых кораблей штормом
штормом перемешало с остатками Оточи. Среди этих обломков можно найти и другие сокровища, приписанные к другим кораблям. Мел Фишер за такую находку получил звание короля подводного мира. А вот споры о том, какое государство должно получить себе такое богатство, Испания, США или Колумбия, на территории которой был найден галеон, идут до сих пор. Кладоискательство – это, несомненно, часть мировой истории и очень важная. В какой-то степени эту сферу можно сравнить с археологией. Настоящие профессиональные кладоискатели не действуют наобум, они проводят тщательный поиск информации о местонахождении драгоценностей в архивах, извлекают давно забытые документы, классифицируют их. Профессиональный дайвер-кладоискатель по имени Джей Мискович также посвятил большую часть своей жизни поиску сокровищ. Ему даже удалось их найти, да еще какие! Мужчина обнаружил большое количество изумрудов на дне залива у берегов Флориды. Стоимость драгоценных камней превысила $1 миллион, но находка не сделала ее обладателя счастливым. Более того, найденное сокровище стало одной из самых странных драгоценностей за всю историю из-за споров, возникших в результате находки. Изумруды вовлекли Мисковича в судебные разбирательства. Правительство и ученые не смогли выяснить, откуда на дне залива во Флориде оказались драгоценные камни. Постановление суда предоставило мужчине лишь временное владение изумрудами, и по этой причине он не смог разбогатеть от продажи сокровищ. История становится еще более грустной и даже жуткой, если узнать, что Мискович покончил жизнь самоубийством, оставив без ответа многие вопросы. Одни люди говорили, что он больше не мог дождаться получения во владение того, что нашел, потому что был по уши в долгах. Другие утверждают, что тот факт, что он погряз в федеральном расследовании, был его переломным моментом. Третьи вовсе считают, что изумруды эти были прокляты, но, к сожалению, правды мы теперь никогда не узнаем. Одна удивительная и очень странная находка была сделана в 2015 году дайвером-любителем в Атлантическом океане. Искатель сокровищ Джон Кроуз из Новой Шотландии нашел необычную зеленую бутылку с неизвестной мутной жидкостью при погружении. На вид бутылка выглядела довольно старой. На пробке дайверу удалось прочитать надпись. Там было написано «Пивоварня Кейт». Проведенная экспертиза показала, что данному сосуду не менее 125 лет, а внутри него действительно находилось самое настоящее пиво. И, на удивление, достаточно вкусное. Да, Джон Кроуз заручился поддержкой Кристофера Рейнольдса, совладельца бара Stillwell Beer Bar, и Эндрю Макинтоша из университета Далхаузи, специализирующегося в исследовании брожения. И мужчины все вместе решили опробовать содержимое бутылки на вкус, чтобы убедиться, что там правда пиво, а не морская вода. Эксперимент получился удачным. Кроме того, необычная находка позволила ученым выяснить, какие химические вещества использовались более сотни лет назад при приготовлении данного напитка, что, несомненно, имеет и научную ценность. Вообще, старинные бутылки в океане не редкость. Раньше бутылки с написанными внутри координатами выбрасывали за борт корабля во время экспедиций. Это странное действие помогало проверить наличие подводных течений. Но не все найденные в океанах и морях объекты сделаны руками человека. Некоторые, подобно монументу Йонагуни, также вызывают большое количество споров касательно происхождения. Например, на дне Балтийского моря находится странный объект. Это огромный круглый диск из материала, внешне напоминающего камень, хотя его состав все еще не изучен. В центре диска заметно отверстие, внутри которого уводит лестница, ведущая куда-то вниз. Объект поражает своими размерами, формой, неизвестностью происхождения, за что его так и прозвали «Балтийская морская аномалия». Находкой, сделанной в июне 2011 года, сразу же заинтересовались все. От историков, археологов и ученых-биологов до уфологов выдвигались самые невероятные предположения, чем же на самом деле является этот объект. Противолодочным орудием времен Второй мировой войны, огромной башней с затопленного судна или даже затонувшей летающей тарелкой, но истина все еще остается загадкой. Также некоторые ученые утверждают, что Балтийская аномалия – просто скальное образование причудливой формы. Профессор геологии из Стокгольмского университета Фолькер Брюхерт полагает, что лежащий на дне Ботнического залива объект, скорее всего, имеет геологическое происхождение. Как заметил эксперт, Балтийское море – результат прохождения по этой территории ледника, который позже, растаяв, положил начало образованию моря. А значит, Балтийская аномалия была занесена в море ледником и свою причудливую форму также получила благодаря ему. В эту теорию несложно поверить, ведь природа и правда порой делает удивительные и невообразимые вещи. Представьте, что вы ныряете с аквалангом в кристально чистую, прозрачную воду, практически без каких-либо плавающих частиц. И кажется, что вы не плывете, а скорее парите в воздухе.
Именно такое ощущение создается при погружении в синод Ангелита, который находится в Мексике. Синод – это образовавшийся в результате обрушения свода пещеры своеобразный колодец, в котором протекают подземные воды. И синод Ангелита – не единственное природное образование такого вида. Он, конечно, имеет головокружительные размеры 55 метров глубиной, но особенным его делает вовсе не его размер, а скорее загадочное, сюрреалистическое зрелище, которое поджидает на глубине 27 метров. Это завораживающее явление – подземная река. Выглядит она так, будто это обычная река со своими берегами, деревьями и кустарниками по краям. Здесь даже есть своеобразный мост из крупной коряги. Однако это не настоящая река в прямом смысле слова, а скорее иллюзия, созданная уникальным составом воды. Поскольку синод Ангелита объединяет как пресную, так и соленую воду. Разная плотность этих двух приводит к тому, что пресная вода всплывает в верхний слой, а соленая вода опускается на дно, вызывая такое необычное явление. Не менее интересное природное явление не получится наблюдать в акваланге без тщательной предварительной подготовки, ведь оно существует только в ледяных водах океанов на полюсах нашей планеты. Брайникл или ледяной палец смерти – природный феномен, впервые открытый океанографом Мартином Силье в 1974 году. Это морская сосулька, сформированная в толще океана под ледяным покровом, и она правда похожа на сосульку, вот только сделана вовсе не изо льда. Когда поверхность соленой воды замерзает, меняется состав и концентрация соли в воде под ледяной корой. При образовании льда из него вытесняются все примеси, в том числе и соль. Таким образом, вода подо льдом становится более соленой и плотной. Повышенная концентрация соли понижает температуру замерзания, а увеличившаяся плотность воды делает ее более тяжелой, и она начинает опускаться вниз или тонуть. Такой нисходящий поток солевого раствора, имеющий экстремально холодную температуру, образует ледяной канал в виде трубки. Внутри канала очень соленая и предельно холодная вода, которую как бы высасывает из толщи морского льда это образование. И выглядит это по-настоящему красиво и необычно. Вот только эта красота губительна для всех жителей океана. Не зря Брайникл называют еще ледяным пальцем смерти. В том случае, если Брайниклу удается достичь дна, он на этом не останавливается, а продолжает разрастаться в сторону понижения уровня поверхности дна, и он способен убить все живое на своем пути, даже довольно крупные организмы. Но чаще всего его жертвами становятся морские звезды, рыбы и водоросли. Однако в современном мире знакомство простого обывателя с данным явлением возможно и через фотографии. Кроме необычных явлений, природа также создает уникальных животных и рыб, обитателей океанов. Некоторые из них знакомы человечеству уже сотни лет, а другие были открыты совсем недавно. Например, морские ангелы – одновременно прекрасные и ужасные древние морские моллюски, потерявшие в результате эволюции свои раковины, но приобретшие красивые прозрачные крылья. Размеры данного существа не превышают 5 сантиметров. Но это не мешает ему выполнять важную миссию – избавлять океан от чертей. Морских чертей, водоплавающих улиток. При атаке ангел превращается в совсем крошечное, почти не пугающее чудище с 6 щупальцами. Именно ими он и хватает свою жертву. При этом морскому черту даже не удается спрятаться в свой панцирь. Ангел и там его достанет. А вот самих моллюсков никто в океане не ест, потому что они выделяют особый фермент, делающий их вкус неприятным и даже несъедобным. Ледяные арктические воды хранят в себе и другие загадки. Так, в 2007 году канадский палеобиолог Наталья Рыбчински со своей командой обнаружила под водой останки древнего млекопитающего, получившего название Пуилла Дарвина. Исследование костей показало, что зверь жил 24 миллиона лет назад, обладал пропорциями выдры, черепом тюленя, перепонками на лапах и красивым длинным хвостом. Пуилла была приспособлена как к наземному образу жизни, так и к подводному. Она считается неизвестным до настоящего времени связующим звеном между наземными хищными млекопитающими и тюленями. Существует лишь один скелет этого необычного существа, и хранится он в Канадском музее природы в городе Оттава, Онтарио. Но самой загадочной находкой, когда-либо обнаруженной на берегу океана, можно по праву считать глобстера. Если говорить точнее, это не единственная находка, а скорее серия непонятных находок в разных частях света. Глобстер – это неопознанная туша, выброшенная на берег океана. Биологи всего мира активно борются за право дать имена этим существам. Но чаще всего никто из них не может точно определить, что это такое на самом деле.
Глобстеры могут быть разных форм, цветов и размеров. Часто даже не имеют ни костей, ни каких-либо других органов, позволяющих идентифицировать существо. Например, в ноябре 1896 года такое существо выбросило на берег недалеко от Сент-Агастина, штат Флорида. Длина туши составляла примерно 5 метров, ширина 2 метра, толщина полметра, а вес около 5 тонн. Глобстер состоял из похожей на резину розовато-серой субстанции, которая заставила многих поверить, что это останки гигантского осьминога. Очевидные щупальца существа, некоторые из которых были длиной более 9 метров, еще больше подкрепляли эту теорию. А в мае 1988 года на пляже Мангроув-Бэй на Бермудских островах был обнаружен другой необычный глобстер. Этот экземпляр имел размеры примерно около метра в ширину и волокнистую текстуру, что привело окружающих в недоумение. Странный вид этого существа породил множество теорий, начиная от неизвестного глубоководного организма и заканчивая внеземной формой жизни. Однако последующие исследования показали, что бермудская капля, скорее всего, была останками разлагающегося кита. Штормовая ночь 1808 года принесла еще одно чудовище на берега шотландских Оркнейских островов. При длине 16,8 метра это был самый длинный глобстер из всех зарегистрированных, и местные жители предположили, что у этого существа отсутствовал хвост, что означает, что при жизни оно было еще больше. У него было 3 пары плавников, окаймленных щетиной, и грива из щетины на спине. Удивительно, но несколько свидетелей утверждали, что щетинки светились в темноте. Представители Эдинбургского общества естествознания не смогли идентифицировать данное существо. Так, некоторые задокументированные глобстеры оказались останками известных морских животных – китов, акул, кальмаров. Другие же так и остались неразгаданной тайной. Океан хранит немало тайн и загадок. Почти все перечисленные в данном видео находки были сделаны совсем недавно. Затонувшие корабли, затопленные города, необычные существа и другие уникальные артефакты. А что еще скрывается под толщей воды? Океан покрывает около 71% поверхности Земли. При этом исследовано лишь около 5% морского дна. А значит, нас ждет еще множество удивительных, невероятных находок. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Спасибо за просмотр.